Ты кто? Я Химит Пич. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет обзор очень дорогой гуашь. И эта гуашь не появилась у меня просто так. Я хочу сказать в самом начале спасибо подписчику с моего телеграм-канала, который решил мне задонатить. Потому что если бы не ты, вот прям ты, я знаю, надеюсь, смотришь это, потому что какой смысл тогда ты мне донатил эти деньги? В общем, спасибо, что задонатил мне, я достала эту гуашь. Это гуашь от Super Vision, 48 цветов. Помимо того, что я вам покажу выкраску, я сделаю небольшую работу этой гуаши, чтобы сразу показать вам ее в деле. Так что я надеюсь, вам понравится рисунок, потому что мне было очень сложно его рисовать. Поэтому не забудьте поставить лайк, подписаться. И я жду вас в комментариях, мне это очень важно. А если вам что-то понравится или не понравится, большая просьба, напишите это в комментариях. Может быть, вам не понравился звук, может быть, цвет. Все, что касается технических или индивидуальных потребностей, пожалуйста, напишите это в комментариях, чтобы я могла в будущем улучшать свои видео. Потому что я хочу сделать их крутыми, а мне нужны советы. Также круто, что на задней части упаковки есть палитра. Тут написаны цвета, характеристики и также пигменты. У нас здесь почти все цвета находятся с 5 звездами, но есть некоторые достаточно очевидные оттенки. Это розовые и фиолетовые. Не важно, профессиональная или бюджетная эта краска, всегда есть такие оттенки, которые будут менее светостойкие. Но это не значит, что если там одна звезда, то этот рисунок у вас выцветит через день, через два, через неделю, через год. То есть, это зависит от многих факторов, и даже не светостойкие оттенки могут храниться очень долго. Я думаю, многие ходили в художественные галереи и видели, какие условия, какая атмосфера в буквальном смысле там присутствует. Атмосфера по типу влажности, никаких прямых солнечных лучей не должно попадать на работу. Даже если вы используете супер пигментированные светостойкие оттенки, если вы положите рисунок под прямые лучи солнца, и это будет находиться у вас 10 лет, то очевидно, какая бы краска жесткая, профессиональная, она все равно у вас выцветит. Именно по этой причине во многих художественных галереях, точнее во всех, вы видите работы в закрытых помещениях, куда не проникают прямые лучи солнца, поддерживается определенная температура, определенная влажность. И, конечно же, чаще всего такие работы, особенно знаменитых художников, о которых многие слышат, находятся под стеклом, потому что это как раз-таки защита от ультрафиолета. Но не об этом. Вообще, я акварелист и скетчер. Но почему я решила сделать обзор на гуашь? Все достаточно просто. Даже когда я рисую акварелью, чаще всего использую и рисую в технике микс-медиа, а это смешивание разных техник. В том числе, касаемо материалов, я очень часто рисую акварелью, могу добавить гуашь. Вы спросите, зачем? Все достаточно просто. Если я хочу создать пастельные оттенки, достаточно нетипичные для акварели, я могу использовать акварель и гуашь. Например, соединяем любой цвет акварельный с белилами, и вот у вас получается пастельный, приятный, нежный оттенок. Также я люблю просто использовать черную гуашь для того, чтобы создавать акценты, детали или фон. Вы можете заметить это в моих работах, например, на элементах глаза, ресницы и просто фон. Кстати, а вы миксуете свои материалы, например, смешиваете акварель, гуашь или, может быть, еще и пастель добавляете? А может быть, ручки вместе с акварелью. В общем, мне интересно, какие сочетания материалов предпочитаете вы. А сейчас немного истории о том, почему мне нравится упаковка. И упаковка тут имеется в виду не визуал, а именно тюбики. Можно купить гуашь в баночках, что чаще всего можно увидеть как раз таки в студенческой и ученической линейке. Можно купить гуашь в тюбике или вот в таких коробочках, где будут емкости, которые якобы при закрывании образуют вакуум, ну и не вакуум, а в общем туда не попадает воздух, и якобы краска не должна высыхать. Но на самом деле это все ложь. И единственный, как мне кажется, хороший вариант хранения любой краски и продажи, грубо говоря, это тюбики, потому что акварель и ту же гуашь я все-таки предпочитаю в тюбиках, потому что можно сразу же выдавить столько, сколько нужно краски, и
не ждать, не размешивать, не размачивать эту субстанцию для того, чтобы наконец-то порисовать. Также у меня есть история из молодости. Да, мне 40 лет. Шутка. Когда я рисовала бюджетной гуашью, студенческой, в обычных баночках, меня очень раздражало то, что нужно эти баночки постоянно открывать. Ты закончила рисовать, и нужно все это постоянно закрывать. Во-первых, это грязно, я не очень люблю такие моменты, поэтому я, наверное, и рисую акварелью, потому что это как будто бы самый такой чистый, не грязный материал в плане визуальной эстетики, процесса и так далее. Есть еще один нюанс. Почему я предвзято отношусь к баночкам? Возможно, это не предвзятость, а просто мне неудобно, для меня непрактично, и у меня была такая ситуация, что я открыла новую гуашь, открыла эти баночки, начала рисовать, и на следующий уже заход оказалось, что вся краска в плесени. Представляете? Плесень. Не очень, да, приятно. Я решила посмотреть в интернете, может быть, что-то я не так делала, да, типа там воду из унитаза брала, или по какой причине еще могла образоваться плесень. В итоге выяснилось, что так было не только у меня, а у многих. В общем, оказалась какая-то партия, была с браком, видимо, что-то туда попало при производстве, и у многих начала образовываться плесень. Так что с тех пор я, наверное, считаю, что в тюбиках краска намного практичнее, дольше будет жить, не высохнет, и в целом это удобно использовать. Этот покемон был для меня пыткой. Почему? Потому что я обычно рисую все-таки акварелью и использую ее как основной материал. А чисто гуашью я, наверное, рисовала последний раз... Когда я рисовала последний раз? Как будто бы когда пыталась поступить в университет на художника. Даже тогда, на самом деле, мне было сложно, потому что мне пришлось во время экзамена быстренько отучаться от акварельной техники и переходить на гуашевую, несмотря на то, что я практиковалась перед экзаменами. В общем-то, покемон мне дался не то чтобы легко, потому что я недавно не рисовала, но в целом мое мнение про гуашь 10 из 10. Пока у меня нету каких-то моментов, которые бы мне не понравились, в целом меня все устроило. Да, конечно, в тюбике может быть, в некоторых тюбиках может выливаться связующее вещество, но думаю, вам достаточно просто его немножко скапнуть и выдавить, чтобы краска была той густоты, которая есть. Потому что есть нюанс, что в тюбиках, что акварель, что гуашь, что акрил, иногда бывает такое, что связующее немного вытекает. Но, как мне кажется, это в порядке вещей, потому что, хочешь влажную гуашь, терпи. Так что я бы не считала это за минус. Из плюсов мне понравилась цветовая палитра, а именно множество оттенков, они все разные, интересные, и многие цвета я хочу даже использовать не в смешивании, а именно как отдельные полноценные цвета для тех же фонов или каких-то деталей, потому что они выглядят очень интересными. Вот, например, те цвета, которые мне понравились. Ну а тест на цветостойкость я проведу и в ближайшие месяцы выложу у себя в телеграм-канале, чтобы посмотреть, отражает ли то, что нам заявляет производитель, отражается ли это в реальности. Я закрою одну половинку листа скотчем, повешу это все на окошечко и буду ждать, когда прямые лучи солнца сделают свое, испепелят пигмент в краске, и посмотрим, что будет. Ну и все. Всем спасибо. Я была рада с вами увидеться и надеюсь, мы еще с вами встретимся.